Друзья, всем привет! С вами Шейди. Сегодня рад представить вашему вниманию гайд на новую колоду Mono Black Midrange. Вы скажете Mono Black? Типа, что еще можно сказать? А Mono Black и так все ясно, все понятно, да? Что можно сказать нового про эту колоду? А вот я вам скажу, что есть. В связи с последними событиями, в которых мы и весь черный цвет потеряли прекраснейший борт Clear в виде резни мясным крюком. Помянем. Ну да, это что-то типа минуты молчания было. Мета сразу стала веганской, и колоды на токенах и за спаме вновь засияли. Я в частности говорю про селезней. Бля, вам виднее. Селезни. В общем, спам крич маленьких много, неприятно и больно. Особенно сильно из-за бана мясного крюка пострадали именно колоды Mono Black и Rakdos. Я как постоянный игрок на данных колодах, да, очень в полной мере, я бы даже сказал, тут очень слово не подойдет, в полной мере ощутил горечь данной потери. Но мы не отчаялись и искали вариант. Как же, добить этот заветный мифик на любимом нами Mono Black? И мы нашли его. Мы нашли этот вариант. Заранее скажу, что за данную колоду я благодарен своему подписчику Substance Q. Привет тебе. Спасибо за колоду. В общем так, колода Mono Black уже, конечно, не тир S и даже не тир 1, как было раньше, да? Но имеет все шансы взять мифик, если вы этого хотите, если вы потный, как я. Не в смысле потный, а в смысле жесткий челик. То, все шансы у вас есть. Доказано мной вчера. Вчера я взял на ней мифик. Да, чаша это не хук. Да, она слабее где-то она медленнее. Но если удается ее разыграть и все-таки воспользоваться ей, да, она является более обширной зачисткой, нежели резня мясным крюком, и позволяет оказывать давление на своего оппонента, да, дабы он слишком не стремился быстро заспамить стол. Поскольку он видит, что чаша на столе, он понимает, что когда-то мы ее юзнем и стол почистит. Собственно, он расставляется очень аккуратно. Немножко позволяет сдерживать его темп. Плюсы данной колоды — это ее существа и еще раз существа. Каждое существо в деке имеет просто ультимативный импакт. Если в стартовую руку вы получили, например, 1, 2, 3, 4, то бишь там Слипера, потом Андердога, кладбищенскую нарушительницу, и Шелдред, например, то шанс на победу у вас будет, наверное, 90%, это точно. Могу сказать по неоднократному опыту игр, проведенных на данной колоде. И плюс в том, что существам, которые у вас в колоде, да, им абсолютно не требуется синергия с другими картами, чтобы играть в полную силу. Они сами по себе отлично играют. Говорить здесь можно долго, а мы возьмем и проверим это прямо в игре. Поехали. Так, ребятки, обзор колоды, да? Поехали. Значит, быстренько пробежимся и перейдем к играм. Призывник культа. Отличный первый дроп. Можно, если что, вернуть, если кто-то у тебя умер. Помимо скелета воина, да? Выходит тапаном, но это не беда. В принципе, хорошие статы. Отличный первый дроп, еще раз повторюсь. Развивший спящий агент. Плюс в том, что вариативный очень. Можно вкачать, повышать статы, брать через него карты. Плюс будет Death Touch, не очень приятно его блокировать будет. Также отличный первый дроп. Ремувал за одну ману, 2 штуки, да? Тоже незаменим сейчас в нынешней мете. Очень много существ, статы которых не превышают 5 выносливости, в сумме, то есть 5 силы и выносливости, поэтому, в принципе, достаточно играбелен. В количестве 2 штук в этой колоде имеется. Андердог. Про него уже говорил в предыдущих гайдах, да? Один из лучших вторых дропов у черных. Не знаю даже, что еще сказать. Имеет блиц, имеет отличные статы для своего маны-коста. Просто классная карта. В количестве 4 штук.
Хватка преисподней. Наш основной ремувал. Теряем 2 жизни, уничтожаем существо. Ну, не только наш, он играется, я не знаю где. Наверное, всем, кому не лень, его играют, да? Все, кому не лень. Поэтому однозначно 4 штуки в деке. Тифлом карателя. Наш добор. Берем 2 карты в первые 2 жетона. И потом берем карту, создаем машинистку. Ну, или как я ее называю, пилотку. Пилот для данного карателя. Создаем ее, создаем клад. Отличные статы, отличная обилка. Количество 3 штук имеется в колоде. Кладбищенская нарушительница, ну понятно, изгоняем кладбище оппонента, пингуем его по одному, себе восстанавливаем также по одному. В форме ночной очень сильная карта также. Да и в дневной, в принципе, очень сильная. Оберег просто, конечно, бомбический. Очень тяжело убрать со стола. Приходится сбрасывать карту, и нам всегда это выгодно. Человек вспомогатель. Угроза. Просто фантастические статы. Обилка, которая позволяет дровать карты, если оппонент не хочет получать урон в лицо. В данной мете скажу, да, что очень много существ с 3 атаками, и этого зачастую не хватает, чтобы его убить. Значит, выгодный размен плюс в кассу. Ну и, соответственно, просто солидное существо с хорошими суперскими статами. Лилька, ну без комментариев, да, наш Плейнсволкер. Здесь я отказался от Сорина, поскольку Сорин слишком медленный. От Сорина я отказался. Лиана, значит, сбрасывает карты и мне, и оппоненту. Зачастую бывает довольно-таки полезно, потому что у нас не так много тяжелых карт здесь, да. Мы можем выкинуть свою руку, и потом Лилиана сбрасывать оппоненту руку. Уничтожать существо на выходе, как это часто бывает, в принципе, ее так и играют, да, в уничтожение существа, минус 2. Ну и, в принципе, минус 6 без комментариев. Тут разделяем перманенты и выигрываем игру. Далее, да, чаша Карны. Наш нынешний основной ремувал. Зачистка стола. Читать карту не буду, вы можете сами, в принципе, это сделать. Скажу лишь то, что Хук у нас убирал существ, минусовал минус атаку, минус здоровье существам. Чаша же по мана-косту убирает абсолютно все перманенты, кроме земель. Нереально сильно, не так быстро, как Хук, но все равно нереально сильно. Отличный артефакт. Играем здесь в количестве 2 штук. Также осквернитель плоти. Хорошее существо тоже с угрозой, да. Позволяет нам разыгрывать перманенты за КП, чтобы как бы по темпу не терять. Не терять темп по темпу. По темпу не терять темп, ну вы поняли. И просто хорошее существо с хорошими статами за 4 маны. В принципе, позволяет класть жетоны, точнее не жетоны, я извиняюсь. До конца хода позволяет бафать существо и давать угрозу. Очень часто это имеет летальный исход, потому что оппонент просто не может заблокировать наш фейс-стол, и благодаря угрозе мы доходим до его лица. Как говорится, контроль лица. Наше все. Шелдред. Ну, Шелдред без комментариев, вы все эту карту знаете, я уверен, встречали не раз. Где она только не играет сейчас. Берем карту, хилимся. Оппонент берет карту, наносит себе 2 урона. В количестве 4 штук. Карта просто мега сильная. Отличные статы для маны коста 4 маны. Ну, я даже не знаю, что сказать. Смертельное касание, отличные размены, отличный темп, отличный подхил. В комбинации с призвать отчаяние вообще супер. Можно выхилить, ну то есть 4, от 2 до 6 хп можно себе восстановить. Просто бомба. Карта просто бомба. Ну, призвать отчаяние, конечно, куда уже без него. У нас же черная, да, у нас же все-таки моноблэк. Жертвует существо. Оппонент, если не может сделать, то теряет 2 жизни, берете карту. Повторяем процесс для чары и плейнсволкер. Эту карту, я уверен, вы тоже все знаете. Очень сильно ремувал. Способен в корне перевернуть игру. Как для вас, так и для вашего оппонента. В зависимости от того, кто топ-декнет эту карту раньше. Так что используйте с осторожностью, но использовать, безусловно. По землям ничего не скажу. Токенума и болотцы.
Такинума, естественно, можно разыграть как проводник, как бы при надобности вернуть себе карту. Что-то сильное, может быть, Шеллер там, либо что. Ну, надо смотреть по игре. Но в основном я как бы как землю разыгрываю. Ну, тоже все ситуативно. Если есть ситуативность, если есть вариации, то это всегда хорошо. Давайте к играм перейдем. В принципе, про колоду тут больше нечего сказать. Перейдем к играм, посмотрим, как колода себя покажет в бою. Поехали. Fox and Sox. Лиса в носках. Первый наш оппонент. Рука, в принципе, хорошая. Оставляем. Ну, вот это, конечно, тяжеловато немножко, но ничего. Я думаю, выкарабкаемся. Так, отыграем сифалом, да, ну, чтобы темп. Все как надо. Нам бы хотелось бы всю ману использовать для разыгрывания. Так, а вот это уже, конечно, неприятно. Это уже неприятно. Отдать Наталью ремувал, наверное, думаю, да? Возможно, возможно. Там есть еще одна, но надеемся, что нет. Убер неприятная карта, конечно. Ломает нам весь всю нашу ману кривую. Но тем не менее. Так, играем Лильку, убираем Деника. И плюс играем призывника. Дешево, сердито, как говорится. Смотрим, что делал наш оппонент. Наделина. Опять это существа. Хороший топ-дек. Карты, наверное, я скидывать не хочу. Я бы предпочел взять карту. Еще одна Лилиана. Земли, к сожалению, нет, да? Ну ладно, убиваем. Убиваем Аделину и кладем атаку. В принципе, можно, наверное, скинуть будет. Лилиану даже, да? Хочу, чтобы оппонент тоже скинул что-то. О, вот это хорошая скидочка. У него, в принципе, еще такие цвета, оказывается, имеются. Ходим чашу. Ходим чашу. Ну, скидывать точно ничего здесь не будем. Идем в атаку. Смотрим. У него там по землям тоже непорядок немножко, как и у нас. Так, играет Деника. Но это не проблема. Нашли мы землю. Играем Инвок. Изгоняем. Ну и все, противник сдается. Отличный заход с нашей стороны. Не знаю, как заход у оппонента, но нам это не важно. Победа есть победа. Выиграли, ушли. Так, идем дальше. Так, нашли мы тут Дом Морта. Играем. Пока неплохая. В принципе. Судя по портрету и по протектору, это тоже моноблэк. Вполне себе. Угу. Это очень легко читается, на самом деле. Прям моноблэка чует издалека. Как говорится. Или не говорится. Или я сам так придумал. Но аутсайдер. Да, естественно. Так, без блоков. Я хочу, чтобы он поблокал аутсайдером, и я ходил нарушительницей. Будет блокать? Будет блокать. Нет. Нет, придумал. Не блок. Лилия, наверное, да? Или что? Или... Нет, для Лилии, наверное, рано. Что меня убьет его? Не убьет ее. Если я сейчас Лилику схожу, он отдаст противника, призывника, и, в принципе, там разменяется. А вот с другой стороны, он, конечно, Лилику отдает. Окей. Так, нужна земля, чтобы побежать сейчас в атаку. Не будет, да, он ходить? Поумнее, ладно. Так. Лилька своя, либо... Ну, давай так. Так, побежим. Пусть отдает призывника, но мы карту возьмем. А потом через отчаяние ее, в принципе, можно убить. Ну, если, конечно, землю натопаем сейчас. То есть, может быть такое, что не натопаем. Можно натопаем.
Рассвет карты. На самом деле все нужно. Ну ладно, сбрасываем липку. Сайдеров сбрасывают. Хорошо ему. Тоже будет разгонять, наверное. Чешо. Че не будет? Нет, ничего не делал. Блять, нет земли, к сожалению, но тогда вот так. Но там ремувал, скорее всего. Скорее всего, ремувал. Может быть, когда бы сейчас земля придет. Эти крюки по землям, вот в этом вся магия, да? В этом вся МТГ. Сейчас он меня сбросит инволк, и я не смогу лильку законтрить, к сожалению. Ну да, инволк. Нет? Шелдер. Окей. Ну от этого не легче, на самом деле. Сейчас будет сброс. Ну, сейфалом отдаем, да? Нет, не будет. У него, видимо, тоже очень много нужного всего. Пошли мы землю на инволк, наконец-то. Играем. Ну, нарушитель. Клиноконя. Ну, это типа более агрессивная вариация, конечно, но... Так, 5-6 у нас здесь. Нарушительница. Аутсайдеров надо ему поизгонять. Да вообще все ему надо поизгонять. Ну и тяжеловес. Клинокони, в принципе, нам не страшен, да? Нет, нашего аутсайдера. Реконфигурация дорогая. Угу. Вот так он не ходит. Так, вопрос. Вот сюда. Это сюда. 3 остается. Сыграем чашу. Ну, в темп. Естественно, чтобы все было. Сгоняем нам ему еще одного аутсайдера. Но скелет не так, на самом деле, опасен, как аутсайдер. Пусть блокает. Я, в принципе, соглашусь. Окей, даже так. Ладно. Да, блокает. Один размен. Строит. Земля. Ждал. Ждал, блядь, искал землю. Не было у него земли. Ну, окей. Так, мы что делаем? У нас дров. Шелдер, наверное, да? Карта. Ну, последовательно не знаю, но вот так вот. Как-то вот так вот. Вот так. Так, еще один призывник. Ладно, это нас не пугает. Еще один призывник. Ну нет, он сейчас не сможет, да? Блять. Ладно. Отдаем сифалон. Шелдер ни в коем случае нельзя жертвовать. И, соответственно, он 4 урона себе наносит. Вот это топ-дек. Я понимаю. Сделаем так. Дам. Неплохо. Конечно, неплохо. Сюда. Ну, можно разогнать. Нет, Карн. Кодекс, что мы не разгоним. Сюда. Такое. Хорошая партия. Не успели мы ему сказать, но он сдался быстрее. Ладно, ничего, нормально. Не так-то обидно, главное сдался. Так, слип. Следующий оппонент. Так, 2, 2, 4, 5. Нормально. Неплохо. Посмотрим, против кого мы играем. Ну, ставим, естественно, сначала существо, чтобы нам занять стол. Рагдас, видимо, да? Похоже на Рагдас, на самом деле. Что-то непонятно. Ну, играем. Будет размениться, нет? Я думаю, нет, наверное. Будет. Может быть, кладбичка есть.
Если есть, то неприятно. Есть. Даже, блядь, без нее. Так, ладно. Ремувал. Давайте так сначала, потому что, скорее всего, есть ремувал. Забайтим сюда. Дарим сюда. Больше не будет. Сбивает сюда, зато Шелдред, возможно, у нас будет стоять подольше. Либо сейчас сделаем просто инвул. Он у свой Шелдред. Лучше бы, конечно, нам ремувал на Шелдред найти. Да, и у нас еще одна Шелдред. Ну, окей. Ну, окей, ставим свою. Да, наверное, без коста. Идем в атаку. Блокировать он, наверное, не будет. Я думаю. Либо будет. Будет, отдает Шелдер. Ну, наверное, есть еще одна, раз он так спокойно отдает. Нам приоритетнее, естественно, ее забрать. Окей. Так, инвок нам должен добрать карты, и Сифалам нам должен добрать карты. Играем. Подозреваю, что там есть ремувал. Сделаю так. Заблочу им. Потому что, скорее всего, он там есть. Это просто байт. Я ж угадал. Умник на стримере. Ну, блокаем так, да. Посмотрим, что сделает. Странный плей. Ну, наверное... Даже не знаю, честно говоря. Ну да. Джордан Хаус. Неприятно очень, очень неприятно. Ну да, нам нужны карты. Делаем так. Отлично, еще один диспер пришел. Пришли существа наши хорошие. Там может быть Титан, да? Что-то нам надо придумать против него. Что больше. Неожиданно, конечно. Неожиданно, ладно. 6. Я бы предпочел существа сходить. Это будет Шелдред, наверное, и аутсайдер. Возможно, там еще одна зачистка, я даже не удивлюсь, честно говоря. Но, возможно, и нет. Может, ремувал точно. Берет карты. Видимо, зачистки все-таки нет. Если только сейчас он ее не топнет. Сейдиум. Угу. Ну, это, в принципе, окей. И это, в принципе, окей. Так, тут единственное, что посакать даун может, но фишки крови 2 всего. Не более. Будут играть еще и это. Не знаю. Наверное, нет. Не будет. Играть. Ну, дефаем. Земель у него нет. Ну так, чисто только на хил. Еще одна просто в Шелдред. Так, вопрос. Наверное, сначала в атаку надо сходить, да? Сначала сходим в атаку, а потом сделаем инвок. Сделаем инвок и похилимся. Очень нехило так. Карты возьмем, соответственно. Отлично, еще один. 6 хп у оппонента. Должны добивать сейчас мы. Если ничего не придумает. Свой инвол. Окей. Что-то сможет еще сходить? Наверное, нет.
5, 6. У нас земель нет, да? Да, ищет. Судорожно ищет. И не находит. Ну да, в принципе, он должен умирать. Все, отлично. Отлично. Ну, как-то так, ребятки, как-то так. Ну вот 3 игры подряд, 3 победы. Так что имейте в виду, колода все еще держит марку и планку и все остальное. Ну, как вы могли заметить, после всех проведенных игр, Monoblak все еще держит планку и все еще в игре, все еще на достойном уровне. Ссылку на данную деку я оставлю в описании. Спасибо большое всем вам, что смотрели мой гайд. Если вам интересен подобный контент, то подписывайтесь обязательно на мой канал. Я постараюсь выкладывать подобные гайды чаще, да и вообще видео в принципе. Также можете глянуть 2 моих предыдущих гайда на канале. Там есть гайд на колоду Monoblue и на колоду Рагдасов. Тоже мидрейндж. Правда, она, конечно, уже устарела, потому что хук отменили, но кто бы мог знать? Никто не мог. И я вот тоже. Так что, ну, посмотрите, колода интересная. В принципе, и там можете хук заменить на чашу, да? Также можете подписаться на мои Twitch и Trovo каналы для просмотра стримов по МТГ и другим играм. Сейчас у нас помимо МТГ на очереди Last of Us 2 прохождение. Но вы должны знать, кому. Эта игра очень известна. Ну и Disco Elysium. Так что скучно не будет, я вам гарантирую. И да, друзья, я попрошу вас написать в комментариях, какой следующий гайд вам хотелось бы увидеть на канале. И при возможности поддержать меня по ссылке на Donation Alerts в описании, потому что магия игра не дешевая, а гайды новые хочется делать и хочется представлять вашему вниманию. Поэтому так. А мы с вами увидимся в следующем видео, оно будет уже скоро. Пока-пока.